Я не люблю повторяться и не буду и в этот раз, потому что на самом деле наша украинская действительность неповторима. Сегодня президент Петр Алексеевич Порошенко вручил высшую, для меня, я считаю, это высшая награда государственная, Герой Украины, одному человеку. Як активний учасник руху опору російській окупації, він провів 30 спеціальних операцій із знищення військових об'єктів ворога та особового складу оккупационных войск. Награжден был Владимир Жемчугов. Повторяться не буду, поэтому, если вам интересно, вы можете у меня на канале найти это видео, называется «Партизанская сага». И когда сам Владимир Жемчугов рассказывал, что он провел массу спецопераций, это одно. Другое дело, когда об этом рассказывает президент страны, когда это глава государства рассказывает о том, что человек провел 30 спецопераций. К слову, если Петру Алексеевичу не доложили, то он провел эти 30 спецопераций за неделю. Ну, повторяю, обратитесь к моему старому видео. Но вот тут вот самое интересное наступает. Оказывается, что не желая сдаваться в плен, Владимир Жемчугов сам себя подорвал, в результате чего получил тяжелые ранения. При спробі захоплення ворогами Володимир Павлович прийняв рішення підірвати себе, внаслідок чого отримав тяжкі поранення. То есть, смотрите, долгое время украинские СМИ рассказывали, что там сепаратисты содержат человека, который не имеет никакого отношения к военным действиям. Об этом рассказывали все украинские СМИ. После освобождения все украинские СМИ в унисон начали рассказывать о том, что он на самом деле партизан, и он имеет непосредственное отношение к боевым действиям. Подрывал вагоны, там пускал под откос поезда и все такое прочее. Уничтожал живую силу. При этом, когда нужно получить деньги в Германии, а это оплачивает германский налогоплательщик по установке протезов, там, восстановлению зрения, Ребекка Хармс, я готов это подтвердить на своем официальном сайте, сообщает о том, что Владимир Жемчугов, и там так и написано, мирный гражданин, был задержан сепаратистами, которые его просто так мучили. Ну, потом, слава богу, отпустили. Но сегодняшнее заявление Петра Алексеевича Порошенко превзошло все то, что было сказано до этого. Итак, я не буду вмешиваться в повествование Владимира Жемчугова. После успешного выполнения задания возвращался и подорвался на растяжке. Чувствовал боль по всему телу. Наступил на растяжку, и я помню, что я зацепился правой ногой, была высокая трава, я зацепился правой ногой, потянулся, повернулся в сторону того места, где зацепился, услышал хлопок. Я, возвращаясь с боевого задания, зашел на старое минное поле, подорвался, как и сказали, на растяжке. Я возвращался с успешно выполненного боевое задание, и ко мне объяснили, я наступил на растяжку. То есть растяжка была какая-то... Какая-то была растяжка, я так давно возвращался зашел в лесополосу там, и я помню, что зацепился ногой, повернулся, хлопок. Я когда полежал, почувствовал, что я не умираю. У меня было боевое задание. Я его успешно выполнил. Ну и так, случайность, понимаете, обидно, что я уже возвращаясь назад ночью, это было недалеко от Луганского аэропорта, возвращаясь назад в Луганск, я зацепил эту старую растяжку и подорвался. Еще раз, президент Петр Алексеевич Порошенко. При спробі захоплення ворогами Володимир Павлович прийняв рішення підірвати себе, внаслідок чого отримав тяжкі поранення. Смотрите, тут вариантов есть только 3. Первый вариант – это вру я, и то, что вы сейчас видите и слышите, это на самом деле ложь. И это я им вложил эти слова путем манипуляции с видео и сложных аудиопрограмм. Второй вариант – врет Жемчугов, причем врет изначально, с самого начала и до конца он выдумщик. И третий вариант – соврал своему собственному народу Петр Алексеевич Порошенко, глава государства Украина. Пока.